Хотел бы сказать несколько слов по порядку ведения заседания. Мы с вами находимся в переполненном зале. Переполнен не только зал, но и список выступающих не членов Совета Безопасности, которые именуют себя министрами иностранных дел европейских стран. В ЕС, за редким исключением, нет самостоятельной страновой внешней политики. Соответственно, нет и министров иностранных дел, а есть чиновники, выдающие себя за таковых. Вся внешняя политика Евросоюза находится в руках Брюсселя, а Брюссель, в свою очередь, находится в руках Вашингтона. Ответьте мне на риторический вопрос. Какую добавленную стоимость будут иметь написанные под копирку выступления этих чиновников, кроме возможности покрасоваться на телеэкранах своих стран, выражая безоговорочную и непоколебимую поддержку своим киевским клиентам? В Нью-Йорке есть представитель ЕС при ООН. Он мог бы высказаться от имени всех. Ведь в ЕС общая внешняя политика и политика в области безопасности. Что вы способны добавить к этому? Ну, расскажите тогда уж о поставляемом вами оружии преступному киевскому режиму, которому обстреливает не военные цели, а мирное гражданское население российских городов. А представитель Великобритании пусть нам поведает, как его бывший премьер Борис Джонсон отговорил киевские власти заключить уже парафированное в апреле 2022 года мирное соглашение с Россией, вдохновив Киев продолжать боевые действия и обрекши на смерть десятки тысяч несчастных украинцев, брошенных на фронт в качестве пушечного мяса. Кстати, а где вы все были вчера, когда Совет обсуждал ближневосточное урегулирование и ситуацию в Газе? Где, кстати, был генеральный секретарь ООН? Хочу напомнить, что ни одна из стран Евросоюза и вообще Запада ни разу не выступила с инициативой созыва хотя бы одного заседания по Газе, где число жертв гражданского населения в результате вопиющих нарушений международного гуманитарного права со стороны Израиля за 4,5 месяца, большинство из которых женщины и дети, превысило показатели любых военных конфликтов последних лет. Это более чем красноречиво говорит о вашем лицемерии и двойных стандартах. Хочу заранее предупредить, я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц. Пусть они упражняются в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир своими лицемерными сентенциями. Благодарю вас.